Добро пожаловать на пятый день Intel Extreme Masters. Буквально с минуту начнется финал, в котором встретятся оба коллектива CJ Entus. Со мной Эдвард, саппорт нашей команды. Вот вы вчера играли с коллективом CJ Entus Frost. К сожалению, вы проиграли со счетом 2-1. Какие ты видишь причины поражения в этом матче? Причины тут явные. Они следили за нами, получается, почти месяц. Мы играем на ЛКС, они каждую неделю смотрят наши матчи. Мы о них вообще почти ничего не знаем. Мы играли против них только на Катовице. Мы их там выиграли, они, по сути, ничего не показывали. Вот, по сути, вот вся причина. Они к нам подготовились, а мы к ним нет. Ну, в принципе, вы, как и любая команда, сейчас стремитесь попасть в финал третьего сезона, но у вас такая же проблема намечается, так как встретиться с ними и следить у вас практически нет возможности. Ну вот у вас будет потенциальный шанс встретиться с Ростер Б в Далласе, например. Как вы будете готовиться к ним ввиду такого информационного вакуума? Ростер Б сыграли довольно много игр в корейской сцене своей. Они выиграли Blaze, Frost, Najin Sword, Najin Shield 2-0. Мы посмотрим, много игр у них есть, мы посмотрим их и будем готовы, в принципе, к ним. Ничего трудного не будет. Мы будем знать, что они будут делать, как бы, вот и все. А что по поводу самих финалов третьего сезона и подготовки к азиатским командам? Вот, я не знаю, когда стартанет у азиатов, как бы, ЛКС-сезон, как у нас. Вот, я думаю, если у них будет ЛКС-сезон, мы будем каждую неделю смотреть также их игры и будем так же готовиться, как они к нам, и все. Я вчера спрашивал Алексича о причинах неудачного выступления других команд, которые участвуют на ЛКС в Европе. Как ты думаешь, почему на их фоне довольно-таки успешно выступили другие европейские коллективы, такие как Millennium и Annexis? Почему европейцы, которые не прошли на ЛКС, играли лучше против европейцев, которые прошли на ЛКС? Потому что те, кто играет на ЛКС, они готовятся против тех, кто играет на ЛКС. То есть это мы, вот играют Fnatic и ЕГЭ, СК, они готовятся против нас, там, Копенгаген Вульс, но никак не против Millennium, не против Annexis. А Annexis Millennium они готовились, получается, больше 2 месяцев. Они знали, что они будут участвовать на финалах в ИЕМ. Они подготовились, там много у них стратегий было разных, как с Millennium они ходили дабл АД, то есть мид и бот. Вот они показали свою игру, вышли из группы и, к сожалению, проиграли Фростам. Ввиду вашего графика официальных матчей, у вас есть всего 3 дня в неделю на тренировке. Каким образом вы к ним подходите, дабы выжать из них максимум пользы? На самом деле, когда ты играешь очень много в профессиональной команде, уже на таком уровне, на котором мы сейчас играем, не важно уже, к чему что ты делаешь на тренировке, важно, сколько ты играешь в команде. То есть мы стараемся играть все больше и больше часов в месяц. То есть мы играем от 6 до 9 до 10 часов в день за этих 3 дней. То есть получается это около 30 часов тренировки. Вот, по сути, это все, что мы делаем. А с какими командами вы тренируетесь между официальными матчами? Выбираете ли вы тех же Annexis и Millennium или там Meteor Makers, или стараетесь играть с командами с ЛКС, с которыми вам не придется встретиться в течение ближайшей недели или 2? В первую очередь мы пытаемся найти тех, кто не играет на ЛКС, чтобы быть как бы более неуязвимыми на ЛКС. Это Annexis, Мимы, Millennium, там очень много команд есть на самом деле, которые просто по ранге системе поднялись, это Маузы еще те же. Во вторую очередь мы уже играем с ЛКС командами, которые не играют с нами последующие 2 недели, то есть на следующей неделе, которая после Далласа будет в марте, мы играем, допустим, против Фнатиков, мы против них, допустим, не будем играть. А что по поводу американских команд? Вы в полуфинале на MLG будете играть против Dignitas, и также вы в финале можете встретиться с Team Curse. Обе команды являются лидерами американского LCS. Насколько хорошо вы ознакомлены с их игрой? Мы также, так как и они, наверное, смотрят наши игры там, каждую неделю. Мы наизусть знаем, наверное, как они играют. Ничего трудного не будет. Главное просто самим не зафейлить, и все. Давай поговорим немного о самой игре. Вот я заметил, что за последние игры, как на Intel Extreme Masters, так и на ЛКС, при первой же возможности вы берете трэша. В связи с вашим поражением, не считаешь ли ты, что может этот герой не стоит того? Может, стоило там забрать какого-нибудь лесника или там AP mid героя или что-нибудь в этом роде? На самом деле не важно, что ты берешь на первый пик. Просто
ну как получается, что я за трэша хорошо играю, и корейцы тоже за него хорошо играют, только они не берут его на first pick. То есть когда у них first pick, они пикают лесника себе на first pick, и если мы не заберем трэша, то они на второй и третий возьмут трэша. То есть нам приходится брать на первый, второй пик его по-любому, как бы, или на первый пик. Ну вот вы уже неоднократно говорили, что во время пика каждый выбирает героя на свою позицию. Ну, в связи, опять-таки, с этим поражением, не считаешь ли ты, что стоит изменить подход к выбору героев и подходить к выбору каждого героя коллективно? Может, это и будет правильно, но на самом деле мы как не играем, то есть мы спрашиваем Дарьян, ты нафигаришь там на топе на Дариусе? Он говорит, да. Ну, иногда он обманывает нас, но у нас получается нормально. Ну, мои вопросы подошли к концу. Что бы ты хотел передать напоследок своим друзьям и фанатам? Спасибо фанатам за поддержку, родителям, родственникам. Всем спасибо. Спасибо Бенкю, Принглс и трэша в президенты. Спасибо, что посмотрели это интервью. Увидимся с вами на MLG Dallas.